Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые подписчики моего канала. Я Валерий Табаков, юрист. В этом своем видео я опять возвращаюсь к делу об убийстве Ирины Фарион. Я неоднократно его комментировал. Это дело вызывает общественный резонанс. В последнее время вокруг моей позиции по этому делу возникло немало недоразумений, спекуляций и даже обвинений в том, что я якобы переобулся, то есть изменил свою точку зрения с поддержки Зинченко на поддержку обвинения. Друзья, это абсолютно не соответствует действительности, и сегодня я хочу разобрать возникшую ситуацию шаг за шагом, чтобы развеять все ваши сомнения и все утверждения тех, кто клевещет на меня. Также я добавлю детальную юридическую аналитику на основе Уголовно-процессуального кодекса Украины, сошлюсь на конкретные статьи, чтобы вы поняли, почему мои рекомендации по этому делу были именно такими, и почему без их реализации исход дела предсказуем. Это пожизненное для Зинченко. Начнем с основ. Что именно я говорил о деле с самого начала и почему моя позиция осталась неизменной, то есть последовательной. Сначала напомню хронологию. Для тех, кто не в курсе, Ирина Фарион, известный общественный деятель, была убита 19 июля 2024 года, в позапрошлом году. Обвинение выдвинуто против Вячеслава Зинченко, который, по версии следствия, совершил преступление. Дело ведется в Шевченковском суде города Львова, и на данный момент оно находится в стадии судебного разбирательства. Я не являюсь адвокатом Зинченко, и как независимый эксперт я просто анализирую материалы, доступные в открытых источниках, и комментирую их с точки зрения Уголовного процессуального кодекса Украины. Согласно статье 1 УПК, уголовное производство осуществляется на основе Конституции Украины, Уголовно-процессуального кодекса и международных договоров, включая Европейскую конвенцию по правам человека. Это значит, что любые нарушения, включая фальсификацию или давление на обвиняемого, должны рассматриваться с учетом не только национального, но и международного права. Моя исходная позиция была и остается критической по отношению к доказательной базе обвинения. Я всегда подчеркивал, что многие ключевые доказательства вызывают серьезное сомнение в том, что Зинченко виновен в убийстве Фарион. Давайте разберем их опять по порядку, чтобы вы поняли, на чем основаны мои выводы, и сразу же перейдем после этого к юридической аналитике о том, как эти сомнения должны доказываться в суде. Во-первых, портретная экспертиза. В деле имеется фотография человека в панамке и очках, которая сравнивалась экспертом с фотографией Зинченко. Дело в том, что в фотографии, снятой во дворе дома на Масарика 3, человека в панамке и очках, которого обвинение считает исполнителем убийства, открыто только 35% лица, то есть нос, губы, подбородок. Все остальное закрыто панамкой фирмы Патагония и очками. В такой ситуации сама экспертиза портретная
которая сделала вывод о том, что человек в панамке и очках на 100% идентифицируется как Вячеслав Зинченко, значит, сомнительно. И об этом утверждал не только я, но и бывший адвокат Зинченко Юрий Немировский, который сейчас уже отошел от дела. Я не утверждал, что экспертиза – это фальсификация, но подвергал сомнению надежность этой экспертизы и надежность выводов этой экспертизы. И также я рекомендовал защите ходатайствовать о повторной экспертизе с участием независимых экспертов. Адвокат Немировский в свое время подал такое ходатайство и подал в суд рецензию на экспертизу. Но поскольку он от дела уже отошел, что будет с теми ходатайствами и с той рецензией, которую подал Немировский? Я скажу об этом чуть позже. Далее баллистическая экспертиза. Это анализ оружия, гильзы. Она делается для того, чтобы связать гильзу, найденную на месте преступления, с самим преступлением и косвенно с Зинченко. Баллистика – наука точная, однако для этой точности нужны идеальные условия. Если гильза повреждена, если цепочка хранения нарушена, выводы могут быть ошибочными. В этом деле я отмечал несоответствие. Гильза найдена не сразу, ее происхождение вызывает вопросы. Я говорил о высокой вероятности фальсификации этого вещественного доказательства. Почему? Потому что в украинской практике были прецеденты, когда вещдоки подбрасывались для усиления, так сказать, позиции обвинения. Я не обвинял кого-то конкретно без доказательств, но указывал, что такая возможность существует и ее стоит проверить. Для этого защита должна была подать ходатайство о повторной баллистической экспертизе, возможно, в независимой лаборатории, и запросить данные о цепочке хранения гильзы. Без этого сомнения остаются, а доказательство теряет вес. Но для этого нужно действовать активно. Нужно подавать ходатайство о повторной экспертизе. Нужно заявлять о фальсификациях. Как это делается? Это не просто встал адвокат и заявил: вещдок гильза – это фальсификат. Нет, для этого нужно подать в установленном порядке заявление в соответствующие инстанции. А соответствующие инстанции – это ГБР. И заявить о том, что есть сомнения в происхождении этой гильзы и есть подозрение на фальсификации. Этого защита не сделала. Теперь переходим к одерологической экспертизе. Это запаховая идентификация. В деле использовали собак и специальные методы для того, чтобы связать запах Зинченко с запахом, полученным с места преступления, то есть с лавки, со стула номер 1, со стула номер 2. В Украине, как и во всем мире, одерология – это спорный метод. В научном сообществе, включая европейские стандарты, она критикуется за субъективность. Запахи изменчивы, зависят от погоды, времени, загрязнения. Одерологическая экспертиза была проведена в деле Зинченко, но без достаточного контроля. И я подчеркивал контроверсийность этого метода. В некоторых странах одерология вообще не признается как доказательство. Запах, как
следует из материалов дела судебных рассмотрений, обнаружен по всей длине лавки и отсутствует на стульях. Стуле номер 1 и стуле номер 2. Рекомендация была проста – ходатайствовать о повторной адорологической экспертизе, возможно, с привлечением международных экспертов, чтобы подтвердить или опровергнуть выводы. Причем с учетом того, что запах был обнаружен на лавке, его не было обнаружено на стульях, а ДНК-экспертиза оказалась контроверсийной с одорологией, то есть ДНК на лавке обнаружена не была, хотя запах там был обнаружен, а на стуле, хотя и с третьей попытки, ДНК была обнаружена Зинченко, но запаха на стуле номер 1 обнаружено не было. Это требует проверки повторных экспертиз, заявлений, ходатайств соответствующих стороны защиты или самого Зинченко. Вот таких вот ходатайств и заявлений по одорологии я не наблюдаю. Теперь ДНК-экспертиза. Это еще один ключевой момент обвинения. Обвинение утверждает, что найдена ДНК Зинченко на стуле номер 1. Но, опять же, ДНК это не полная панацея, хотя и считается королевой доказательств в таких делах, в делах об убийствах. В деле есть контроверсия, загрязнение, контаминация проб, ошибки в лаборатории или даже перенос ДНК. Там даже стул, на котором обнаружена ДНК, в различных вариантах экспертиз, в первой, второй и в третьей, имеет различные размеры. То есть это нужно проверять. Для того, чтобы проверять, нужно заявить о том, что эта ДНК-экспертиза предположительно сфальсифицирована, и подать соответствующее заявление в ГБР. Сторона защиты и Зинченко этого не сделали, друзья. А без этого трудно утверждать, что фальсификация, вообще невозможно утверждать, что фальсификация ДНК-экспертизы имеет место. Также важны показания свидетелей, в частности Думы и Бабюк. Показания были даны, свидетели люди, их показания могут быть искажены по разным причинам. Их нужно проверять. Есть несовпадение между доказательствами Думы и Бабюк, но в частности по крику. Дума фиксирует крик «Фарион» перед выстрелом, Бабюк такого крика не фиксирует. Красные перчатки на человеке в панамке и очках Дума не увидел, и их увидела Бабюк. Значит, есть еще и видеофиксация, где тоже крика не слышно, и видно красные перчатки. Все эти несоответствия должны были бы быть внимательно изучены при повторном допросе с демонстрацией видеофиксации для того, чтобы подтвердить или опровергнуть показания Думы и Бабюк. Причем эта видеофиксация не демонстрирует выхода человека в панамке и очках из арки перед совершением выстрела. То есть ряженый в панамке и очках он заходит в арку, а та же видеокамера, которая фиксирует его заход в арку, не фиксирует его выход из арки и последующее вбегание в арку, о чем утверждают вместе Дума и Бабюк. То есть видеофиксация опровергает показания этих двух свидетелей. Но для того, чтобы это зафиксировать процессуально, опять же, нужен повторный перекрестный допрос с демонстрацией видеофиксации для того, чтобы подтвердить или опровергнуть их показания.
гильза, о которой я говорил, опять же, вероятно, подброшена, но нужно подать заявление в ГБР. Если ГБР не отреагирует, то потом подать заявление в НАБУ. Вот. И это обычный процессуальный шаг, без которого слова или утверждения группы поддержки Зинченко, адвокатов, самого Зинченко, даже мои утверждения, они остаются только словами. Аналогично с давлением на Зинченко в СИЗО. Я утверждал, что из звукозаписи, полученной из камеры, значит, видно, что на Зинченко такое давление оказывалось. Сокамерник заявляет Зинченко, что он, этот Зинченко, по его мнению, очень много проблем создал уважаемым людям, то есть уголовникам. Поэтому он обязан как бы чувствовать свою вину и тут рассказать ему все как на духу. Зинченко заявил, что он имеет право не свидетельствовать против себя, на что его сокамерник говорит: это ты можешь перед прокурорами такие заявления делать, а тут ты давай колись. Ну, вот такой фактаж в этом деле, но опять же, все вот это вот давление нужно доказывать. Для того, чтобы доказывать, я подал заявление, обращение в международные правозащитные организации, такие как Amnesty International или и Human Rights Watch, Красный Крест, для подтверждения этих фактов. Но группа защиты Зинченко во главе с Мусихиной, значит, под руководством адвоката Сулеймы организовала атаку на меня за такие вот обращения. Поэтому, значит, а как же иначе доказывать давление? Так просто, значит, криками «волю, волю» и «счастливую долю». Извините, эти крики в судебный как бы протокол не вписываются. Поэтому как суд должен реагировать на вот эту ситуацию? Понятно, что если давление не доказано процессуальными методами, то тогда суд не принимает во внимание заявление о том, что давление таки было. И подходим вот сейчас к ключевому моменту роли адвокатов. Мои рекомендации поддерживал адвокат Немировский. Он предлагал именно шаги, которые и мной тоже поддерживались. Ходатайство о повторных экспертизах, заявление в ГБР, в НАБУ, в международные правозащитные организации. Немировский был активен, но в конце концов Зинченко отстранил его от дела. Почему? Ну, это вопрос к Зинченко. Значит, оказывается, что для того, чтобы получить как бы удобные условия содержания в камере, да, Зинченко решил, что Немировский просто, значит, виновен в том, что на него, на Зинченко в камере оказывается давление, там вокруг него курят, значит, оскорбляют, унижают, и он решил, что если он отстранит Немировского, то такие, значит, условия прекратятся, и давление на него прекратится. И да, он заявил о том, что Немировский отстранен, и как по волшебству, друзья. Все давление, все курения прекратились. Зинченко сидит один в теплой камере, значит, пьет, кушает. Но дело идет к приговору, и нужно понимать, чем это все закончится. Это красная рыбка, этот коньячок там в камере, ну и такие все подобные фанфурики. Значит,
После отстранения ходатайства Немировского все его действия остались без движения и без поддержки действующего адвоката Сулеймы Вороняка. Они так и останутся без движения, и суд, друзья, однозначно их проигнорирует. Вот это нужно понимать. Сулейма активно препятствовал реализации всех моих рекомендаций. Он вовремя не подавал ходатайства, игнорировал предложения по экспертизам, не использовал материалы по давлению в СИЗО, не оспаривал показания свидетелей с помощью видеофиксации, не обращал внимания на фальсификацию ДНК экспертизы, не подавал заявление в ГБР, в НАБУ. Значит, ничего не делал. Когда ситуация дошла до того, что доказательства фальсификаций и давления не представлены в суде, я заявил, Зинченко в этих условиях получит обвинительный приговор. Самый жесткий, с пожизненным. Почему? Потому что в украинском суде, если защита пассивна, обвинение берет верх. Суд опирается на представленные доказательства. И если сомнения не подкреплены процессуально, они игнорируются судом. Это нужно понимать. И это такое вот мое заявление, друзья, вызвало бурю. Группа поддержки Зинченко обвинила меня в переобувании. Якобы я был за Зинченко, а теперь за обвинение. Это полная чушь. Моя позиция не изменилась ни на йоту. С самого начала я критиковал доказательства обвинения, указывал на фальсификации и давление, но настаивал, все это нужно доказывать по УПК, без активной защиты. Приговора обвинительного не избежать. Это не поддержка обвинения, а реалистичный прогноз юриста. Если вы идете в суд без оружия, без ходатайств, без доказательств фальсификации, вы проиграете. Я предупреждал, чтобы мотивировать к действию защиту самого Зинченко, а не переобулся. Давайте подумаем логически. Если я поддерживаю Зинченко, то почему предупреждаю о риске? Именно потому, что хочу, чтобы он выиграл. Но при пассивной защите шансов на выигрыш у Зинченко нет. Это как в футболе, если команда не атакует, она пропустит гол. Мои слова – это призыв к активности, а не переобувание и смена стороны. В заключение скажу, что дело Зинченко – это пример, как работает система. Доказательства сомнительны, но без процессуальных шагов защиты они стоят ровно дырки от бублика. Я остаюсь при своей позиции. Обвинение слабо, но защита должна работать. Если Зинченко и его сторонники услышат, наконец, мои слова, то шанс опять восстановится. Но время неумолимо уходит. Подайте те ходатайства, подайте заявления, используйте международные инстанции. С вами был Валерий Табаков. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, пишите в комментарии, не стесняйтесь донатить. До новых эфиров. А теперь юридическая сторона. Согласно статье 84 УПК, доказательствами в уголовном производстве являются фактические данные, полученные в предусмотренном Уголовно-процессуальном кодексе порядке, на основании которых устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для дела.
Если есть подозрения в фальсификации или ненадежности, такие как в портретной экспертизе, они не могут быть использованы без проверки. Статья 86 УПК прямо устанавливает, что доказательства, полученные незаконным путем, являются недопустимыми и не имеют юридической силы. Более того, статья 87 УПК, часть 1, уточняет, что недопустимыми являются доказательства, полученные в результате существенного нарушения прав и свобод человека. Для доказывания фальсификации сторона защиты обязана подать ходатайство о проверке доказательств, как это предусмотрено статьей 93 УПК, где указано, что участники производства имеют право подавать ходатайство о проведении следственных действий, включая экспертизы. Без такого доказывания суд, согласно статье 94 УПК, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании. Но сомнения, неустраненные в порядке, установленном УПК, толкуются в пользу обвиняемого, согласно статье 17 УПК, часть 3. В деле Зинченко без повторной экспертизы, статья 242 УПК, которая позволяет назначать повторную экспертизу при наличии сомнений в выводах предыдущей, эти сомнения останутся, а доказательство без такой экспертизы может быть признано допустимым. По УПК фальсификация вещдока, такого как гильза, подпадает под статью 87 УПК, часть 2, пункт 1, где недопустимо признаются доказательства, которые получены в результате действий, нарушающих закон. Чтобы доказать фальсификацию, согласно статье 92 УПК, обязанность доказывания лежит на стороне, которая выдвигает утверждение. Но в целом бремя доказывания вины лежит на обвинении, статья 92, часть 1. Однако для опровержения защита должна активно использовать статью 93 УПК, подавать ходатайство о проверке и цепочки хранения, статья 101 УПК, о выводах экспертизы. Если есть признаки подброса, это может квалифицироваться как преступление должностных лиц. И тогда подается заявление в Государственное бюро расследований ГБР или Национальное антикоррупционное бюро по статье 303 УПК, которая регулирует жалобы на действия или бездействие следователя или прокурора. Статья 216 УПК определяет подследственность ГБР для расследования преступлений, совершенных правоохранителями. Без такого расследования утверждение о фальсификации остается голословным, и суд, согласно статье 89 УПК, может признать доказательство допустимым во время оценки в совещательной комнате. Это подчеркивает, почему я настаивал на процессуальных шагах. УПК требует не слов, не криков, волю и долю, а действий для доказывания. Могу еще продолжать, но я думаю, этого достаточно. Что касается адвокатов, значит, мои рекомендации поддерживал адвокат Немировский. Он предлагал именно те шаги: ходатайства о повторных экспертизах, статья 242 УПК, заявление в ГБР и НАБУ, статья 303 УПК, использование моих обращений в международные инстанции. Немировский был активен, но Зинченко отстранил его от дела, соблазнившись условиями содержания в СИЗО. Поэтому это вопрос к самому Зинченко. Сопляк он или не сопляк, решать вам. Но факт остается: без Немировского многие ходатайства остались без движения. Суд может их проигнорировать, если они не поддержаны текущим адвокатом, согласно статьи
220 УПК. Вот такие вот дела, друзья. Поэтому сами понимаете, как работает система. Доказательства сомнительны, без процессуальных шагов эти сомнения стоят ничего, ровно. Я остаюсь при своей позиции. Обвинение слабо, но защита должна работать. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.